Привет всем! В этом видео я сделаю обзор эндоскопа с двойной камерой. Длина у меня кабеля 1 метр, кабель жесткий. Моделька называется Y17. В такой картонной коробочке они приходят. Открываем. Вот у нас здесь сам эндоскоп. Здесь вот такие вот липучки, которые фиксируют провод. 2 штучки. Вот одна, вторая. Длина кабеля 1 метр. Там, если в Китае заказывать, то у продавца можно выбрать разные длины. На выбор есть вариант. Кабель полужесткий, то есть он свою форму держит. Можно согнуть, и он зафиксируется в данном положении. Здесь у нас сама камера. Диаметр 8 миллиметров. Вот этой трубочки. Одна камера смотрит вперед. Вторая камера смотрит в бок под 90 градусов углом. Подсветка и здесь есть, и здесь. Здесь один светодиод, а здесь по кругу 6 штук. И сам блочок. Блочок у нас имеет кнопку включения-выключения. Вот. Переводим в положение ON. Вот у нас индикатор заряда аккумуляторов. То есть 4 светодиода тут почти полностью заряжен. То есть когда 4 горит, заряжен полностью. Индикатор, что у нас раздается Wi-Fi, то есть он будет сеть свою раздавать. Потом имеет кнопочки. Эта кнопка делает снимок. Однократное нажатие у нас эндоскоп делает фото. Если удерживать там несколько секунд, на экране отобразится на телефоне, то пойдет запись видео. То есть если удерживаем видео, однократное нажатие, фото. Плюс-минус это у нас зум, и можно переключать изображение между камерами. Сейчас я подключу, покажу. И сбоку у нас регулировка яркости подсветки. Вот мы крутим, вращаем, и яркость меняется. И в принципе все. Аккумулятор здесь встроенный. Вот разъемчик под зарядку, micro-USB. Кабель идет в комплекте. Вот обычный micro-USB в пакетике. Здесь у нас есть инструкция на английском языке. Ну, тут, в принципе, все просто. Нужно будет скачать приложение с Play Market, либо App Store. Называется YF Look. В Play Market есть, либо отсканировать QR-код тоже можно скачать. Также в комплекте у нас есть насадочки. Зеркальца нету, потому что эндоскоп имеет боковую камеру, зеркальце здесь не нужно. Это у нас накручивается на резьбу защита для резьбы и линзы. То есть накручивается, и оно чуть-чуть удлинит вот эту вот трубочку с камерой и как раз защитит переднее стеклышко. И также, чтобы там, если где-то ерзать, чтобы резьба не забилась. Вот такое вот колечко, крючок также накручивается. И магнитик. Если что-то где-то у вас там упало, выронили, то здесь магнитик. Можно будет магнитиком зацепить и достать. Вот такой коробочке оно идет. И давайте подключим его к телефону, посмотрим, как он работает. Для начала скачиваем приложение. В поиске находим YF Look. Вот оно в поиске нашло. Вот такое вот приложение. Я его уже скачал, поэтому мы его открываем. Открывается приложение. И для начала нужно будет еще приконнектить. Заходим в настройки Wi-Fi и добавляем сам эндоскоп. Вот YF Look по названию приложения. Также у нас называется и Wi-Fi сеть. Подключаемся к ней. И переходим в приложение. И у нас сразу же в приложении отображается с камеры передача вот сигнала. Экран поделен на 2 части и показывает одновременно с 2 камер. То есть одна смотрит вперед камера, вторая смотрит в бок под 90 градусов. Вот сейчас протестируем. Например, на буквах. Вот мы смотрим вперед. Включаем подсветку, вот, чтобы лучше было видно. И фокусируем вот на буквах. Фокусное расстояние где-то 3-5 сантиметров. То есть оно фокусируется. Если ближе, уже будет мутнеть. Изображение недостаточно четкое. Ну и дальше тоже, если вдаль, то уже тоже будет плохо видно. То есть на расстоянии 3-5 сантиметров это будет максимального качества. Вот, а боковая камера, ну, примерно так же.
Это у нас экран разделен на две части. Чтобы вывести изображение с одной камеры, то мы удерживаем плюсик и переключается изображение на весь экран. Вот мы переключили, и у нас идет изображение с передней камеры. Вот мы выводим. То есть это у нас идет на весь экран. Также, если вам, например, недостаточно видно близко, то есть там 3-5 сантиметров это для вас далеко, есть здесь цифровой зум, можно с помощью плюсика однократным нажатием мы приближаем изображение. Четырехкратный зум есть. То есть вот мы приблизили с помощью зума и минусиком отдаляем. Это у нас передняя камера. И так же самое мы можем с помощью минуса переключить на боковую камеру. То есть у нас будет только боковая работать. Вот. Один раз нажали, вернулось одновременно две камеры. И второй раз нажали, включилась только боковая камера. Вот изображение идет только сбоку. И также переключение режима работы у нас подсветка отключается. Если работает только боковая камера, то спереди подсветка не горит. Подсветка есть вот только сбоку. И так же самое, если переключаем на переднюю камеру, боковая подсветка отключается, горит только передняя. Для экономии, чтобы никаких лишних бликов не было. То есть вот сейчас у нас изображение идет с боковой камеры. И так же самое можно зумировать его, то есть у нас приближение идет и отдаляем. Четырехкратный зум. В принципе, все просто работает. По приложению, какие функции здесь есть. Можно переворачивать изображение на 90 градусов, поворачивать. Это у нас здесь есть вывод фотографий, которых мы сделали. То есть у нас на одном будет отображаться половинки экрана то, что передается с камеры. А во втором окошке у нас это сохраненные фотографии. Ну, если вам нужно, например, сравнить какие-то результаты. Так, отключаем. Просматривать можно внизу ярлычок. Это снимки и фотографии, которые вы сделали. Также здесь есть внизу кнопочка «Сделать фото». То есть можно ее делать на облачку, а можно делать на экране. Нажимаем и делаем фото. И запись видео. Также можно на экране включить запись видео. Вот она пошла. Выключаем. А можно долгим удержанием кнопки. Также пошла вот запись видео. Когда идет запись видео, на экране отображается рек и время идет, время записи. Отключаем. В настройках мы можем выбрать разрешение камеры. Вот. Максимальная Full HD выбрана. И все, больше никаких здесь настроек нету. И также здесь есть вот такой ползуночек. Мы регулируем яркость. Яркость экрана регулируется не подсветки, а самого экрана. И для примера я еще засуну вот такую вот чашку металлическую, там как раз есть налет. И можно посмотреть для имитации, вот как диагностировать там цилиндры двигателя. То можно вот вставляем в кружку и боковой камерой, то есть она светит в бок, рассматривать какие-то задиры, повреждения вот с помощью боковой камеры. То есть все видно. Даже если, например, расстояние у нас вот выбрать подальше, то мы можем с помощью зума приближать. Вот отдалили, приблизили. Все можно рассмотреть, изображение достаточно четкое. И можно яркость подсветки уменьшать, потому что если, например, поверхность металлическая, она дает блики от подсветки, если сильно яркая, то можно ее просто чуть уменьшить, чтобы изображение не бликовало. И уже рассматривать. Вот так работает данная модель эндоскопа. Ссылочку на него я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.